Ну, здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас заканчивается 10 июня и традиционный вечерний обзор событий на фронтах украинской войны. Переходим к Харьковскому направлению. Здесь в основном активность проявляют российские вооруженные силы, украинские пытаются огрызаться. Серьезное огневое поражение, который день наносится город Дергачи. А еще накануне российская артиллерия впервые мощно, плотненько, так знаете, плотно очень обстреляла Чугую и его окрестности. Все-таки есть у меня подозрение, что то наступление, которое производят российские вооруженные силы восточнее Харькова, может закончиться на позициях гораздо более южных, чем российские войска занимали накануне так называемого контрнаступления ВСУ. Ну, по крайней мере, все пока говорит именно об этом. Но, как бы там ни было, Харьков пока все-таки второстепенное направление, основное направление это Донбасс и конкретно Славянск. Российские войска начинают прощупывать позиции украинских вооруженных сил в районе долины, производят разведку боем, выясняя, насколько была эффективна артиллерийская подготовка и удары авиации, но пока населенный пункт Долина все-таки под контроль российских вооруженных сил не перешел. В районе Сидорова идут бои. Пока у меня были сообщения о том, что вроде бы на российские войска вошли в Сидорово, но подтверждений, таких четких однозначных подтверждений, что это так, нет. Тем не менее, бои идут уже здесь, и российские войска уже подошли к тому лесу, который может стать роковым для украинских позиций на этом направлении. Почему я говорил в предыдущих выпусках, что российский спецназ намного лучше себя, как показывают предыдущие бои, чувствует в лесной обстановке, чем украинские теробороновцы и мобилизованные резервисты. Ну и это очевидно, потому что подготовка у тех и у других просто несопоставима. Именно по этой причине российские войска однозначно будут дальше атаковать Сидорова, и естественно они его возьмут. А дальше пойдет наступление на Славянск. Также интересное событие происходит в Северодонецке. Помните, несколько дней назад я сказал, что есть такая информация, что Киев отдал приказ медленно, но эвакуировать Северодонецк. И пока те действия, которые происходят на этом фронте, говорят именно об этом. Несколько дней украинские войска отводились с южных пригородов Северодонецка. Накануне был взят аэропорт и перерезана стратегическая, она уже на самом деле не стратегическая, но основная трасса, которая соединяет Северодонецк и Боровское. Ну, я так понимаю, что в Боровском уже украинских вооруженных сил практически не осталось. Я думаю, что сегодня, завтра, послезавтра мы увидим отчет Луганской Народной Республики о том, что этот населенный пункт перешел под ее полный контроль. Что касается, собственно, самого Северодонецка, то российские войска вошли на завод Азот, но завод там огромный, и, я так понимаю, там можно воевать еще не одну неделю. И пока украинские вооруженные силы не выведут остальные части Северодонецка, я так понимаю, здесь больших продвижений, скорее всего, мы не увидим. Тем не менее, Северодонецкая эпопея, очевидно, заканчивается и начинается Лисичанская. Что у нас здесь? В районе Попасной продолжаются активные боевые действия. Российские войска атакуют в районе Врубовки, атакуют в районе Берестова и также атакуют в районе Углегорской ТЭС. Даже утренняя сводка ВСУ зафиксировала продвижение российских войск в этом направлении. И таким образом Углегорская ТЭС на сегодняшнем месте с неполной частью населенного пункта Новолуганская, по сути, окружена с трех сторон. И я так понимаю, дальше будут двигаться российские войска в этом направлении. И я очень надеюсь, что в ближайшие дни эпопея с Новолуганским тоже будет окончена. И дальше российские войска будут наступать по линии Солидар-Бахмут, потому что они уже вышли на окраины и того, и другого, по сути, населенного пункта. По крайней мере, на предместье. Но, опять же, не будем забегать наперед. Я не знаю, как будет поступать российская команда. Я просто говорю, что здесь усилия российских войск очевидны, они давят. И, по крайней мере, их движение в этом направлении имеет очень важный стратегический смысл. На остальных участках фронта сегодня было относительно затишье, никаких серьезных боев не производилось. Собственно говоря, на это у меня по этой теме на пока все. До свидания.